Рафаэль Надаль — это one love. Это любовь с первого взгляда. Это что-то такое, что тронуло меня до глубины души. Что-то такое, что невозможно, наверное, будет забыть, даже если я надеюсь, что проживу еще достаточно много лет. Планирую, у меня эти воспоминания останутся. Почему это мой самый любимый игрок Рафаэль Надаль? Я не принимаю талант, я не люблю талант, который дается Богом, хотя, наверное, какие-то таланты я бы тоже хотел иметь, может, какими-то даже обладаю, просто не ценю это. Главный урок. Верить в работу в итоге это самое важное, ведь нельзя полагаться на природный талант, потому что природный талант дан Богом, но это не о нас, верно? Самый главный талант для меня — это трудолюбие. Это человек, который может, превозмогая себя, приучить себя к дисциплине, к работе и к оттачиванию даже тех талантов, даров, которые были даны Богом, но тем не менее приучить себя к дисциплинированной, систематической и интенсивной работе. И Надаль — это ярчайший тому пример. Когда я впервые увидел Надаля, я помню это как сейчас. Это был финал Мастерса в Майами. Было достаточно поздно, по-моему, из-за разницы во времени. 2005 год, мне на тот момент было 23 года. Мне все время хотелось куда-то идти вечером, что-то делать, с кем-то находиться. И я помню, я начал смотреть этот матч, и у меня такое было всего несколько раз в жизни, когда я не мог оторваться. Я сидел, я смотрел на то, что делал Надаль на корте, и я написал тогда, что меня не будет, я не приду, извините. Я смотрел первые два сета, которые выиграл Надаль, и на протяжении всех двух сетов меня не покидала одна мысль. Одно такое вот вопросительное впечатление, как его тело может так отдаваться? Его не хватит, его просто не может так хватить, не может никто физически так бегать. Он просто, вот первый сет он сыграл, выиграл, думаю, нет, так невозможно. Он выиграл второй, думаю, да не может он выиграть, ну на 3 сета на харде его так не хватит. И это был 2005 год, Надалю, по-моему, на тот момент было 19 лет. И та отдача, с которой он играл, просто поразила меня с первого раза. Да, этот матч он проиграл, я внутренне утвердился для себя, что да, вот я же себе говорил, что так человек не может, и он в итоге не смог. Но как же я тогда ошибался, сколько же он еще смог после этого. Он проиграл этот финал Федереру. Это было мое знакомство с Надалем, визуальное, когда я впервые увидел, как он играет. Дальше, наверное, перечислять не стоит. Было очень много побед, много титулов, много званий. Знаменитый Бамос. Который вошел в мир тенниса просто как камон. Знаменитая концовка Надаля, новый стиль, шорты, бриджи, бандана. Это просто стало какой-то неотъемлемой атрибутикой, которую многие пытались повторить. Многие тренера, наверное, которые всю жизнь кричали «концовка на плечо», просто тоже смогли заткнуться наконец-то, что такая концовка существует и она работает. Это все было, не вспомнить это невозможно, но и перечислять это бессмысленно. Эти факты все имеются в интернете. Надаль становится человеком, которого невозможно обыграть на грунте. Это просто unbeatable. Федерер обыгрывал Надаля на грунте всего дважды. Он обыграл его в 2007 году в Гамбурге. Из таких значимых побед, то, что я точно помню, в 2010 году он обыграл его в Мадриде. Эта победа становится такой знаковой для Федерера, потому что в Мадриде мне сложно представить, что Надаль мог бы не выкладываться. И мне показалось, что в этот момент Федерер выпрыгнул из штанов. Была ли такая цель у Федерера выиграть все турниры Большого Шлема? Я думаю, что 100% была, но тем не менее на Ролан-Гарросе Надаль это ему сделать не дал. Еще очень давно, в 2002 году, когда я был в Академии Феррера, считалось, что король грунта — это человек, который выиграл Ролан-Гаррос. Надаль выигрывает Ролан-Гаррос 1 раз, 2, 3, 4, 5, 6. Это становится просто неинтересно смотреть, как Надаль выигрывает Ролан-Гарросы. И вопрос просто, сколько он их выиграет. И следующий вопрос, сможет ли когда-то выиграть кто-то хотя бы половину этих титулов, которые выиграл Надаль на грунте. Надаль дарит веру в себя, наверное, очень многим защитникам, которые играют от защиты и говорили: ой, это не теннис, теннис это только атака, только вперед. Но глядя на Надаля,
создается впечатление, что на таком уровне, как защищается Надаль, защита может работать. И защита может работать даже против одного из лучших игроков в мире, лучшего атакующего игрока Федерера. Они эволюционируют игру друг друга, они улучшаются вместе с тем, как они находятся в борьбе друг против друга. Я точно помню, что я смотрел какой-то матч, и комментатор сказал, что Федерер ошибается столько только против Надаля, что, наверное, какой-то супер спин делает Надаль, и Федерер делает такое количество ошибок, потому что не может справиться с вращением, которое делает Надаль. Но это было не так. Я посмотрел, большинство ошибок Федерера было с лета. Не знаю, ощущается ли Надаля вращение так при игре с лета, но я глубоко убежден, что Федерер ошибался потому, что он принимал для себя новые зоны риска, и Надаль заставлял его играть настолько близко к линиям, настолько низко над сеткой, что Федерер перешагивал через себя, чтобы сделать удар, который Надаль наконец-то не сможет отбить. И именно это было причиной, которая превышала обычные ошибки Федерера, обычное количество ошибок. Надо отдать должное, что и обводки Надаля тоже прогрессировали по мере того, насколько Федерер улучшал свою игру с лета и свои атакующие действия. Они развивались в этой борьбе. Каждый улучшался по отдельности, и в целом они становились оба сильнее. Я попробую соединить две мысли в одно целое. Это самое необъяснимое для меня поражение, что-то, наверное, связанное с каким-то чудом, которое происходит раз в 10 или 20-летие, когда Надаль проиграл Содерлингу в 2009 году на Ролан-Гарросе, но я потом к этому вернусь, и с целью Роджера Федерера, с его, наверное, планом выиграть все турниры Большого Шлема, и поражение, которым он воспользовался, когда Надаль проиграл Содерлингу и Федерер выиграл Ролан-Гаррос. Я считаю, что это поражение самое необъяснимое для меня. Навряд ли оно будет самым обидным для Надаля, хотя, может быть, если бы спросить его такой вопрос, оно точно попало бы в перечень самых обидных. Это проигрыш его в Содерлингу в 2009 году. Ни до этого, ни после этого я никогда не видел, чтобы кто-то играл так против Надаля на грунте. Я не знаю, сдавал ли после этого турнира допинг-пробу Содерлинг. Двигала им эта неприязнь к Надалю, которая есть в интернете. Видео, что они там ссорились, где там, можно сказать, Содерлинг некорректно себя вел по отношению к Надалю, имитируя там его там поправление всяких частей одежды. И именно эта злость двигала Содерлингом, и он играл с каким-то остервенением, без какого-либо страха. Но то, как он попадал в этом матче, сверху вниз, со спины Надаля, не двигаясь назад, как подавал, как он просто на самые вот эти вот раскрутки Надаля, просто не двигаясь назад, засаживал сверху вниз, казалось, что просто это невозможно, так никто не может делать, но Содерлинг это делал. И он нанес это поражение Надаля, которое выбило Надаля из Ролан-Гарроса, и благодаря которому, я считаю, Федерер использовал ту возможность, не знаю, единственную ли, но Надаль бы точно, по моим убеждениям, не дал бы Федереру это сделать на Ролан-Гарросе. Они как бы поделили для себя, Надаль и Федерер, что грунт — это Надаля, трава — это Федерера. У Федерера не получилось обыграть Надаля на грунте, а вот у Надаля получилось обыграть Федерера на траве. Об этом я расскажу чуть позже, но если касательно самого такого обидного, наверное, поражения на грунте, я думаю, что у Надаля это было с Содерлингом, и не вспомнить это в видео об окончании его карьеры просто невозможно. Царство Надаля — это грунт, царство Федерера — это трава. Хард делится, преимущественно, наверное, больше в первых этапах выигрывал Федерер, но это такое покрытие, на котором могут выиграть оба. Это паритет определенно установлен на этом покрытии, но грунт разделен без шансов для Надаля, и трава — это неприкасаемая для Федерера. То есть это его дом, это его территория, на которой он полноправно считался королем. И как-то прогуливаясь по Парижу, по-моему, этот эпизод описан в книге Рафаэля Надаля. Надаль гулял с дядей, и он повернул голову в сторону какой-то роскошной машины. Это могла быть Lamborghini, Bugatti, и спросил, можно ли такую купить. И дядя сказал, что нет. Если я выиграю еще один Ролан-Гаррос, он сказал нет. И только если ты обыграешь Федерера на траве. И я думаю, что если он такое говорил, то, наверное, в каком-то таком глубоком понимании этих фраз было то, что никогда ты такую не купишь.
Но тем не менее Надаль это сделал. Если бы вы могли сохранить одно воспоминание из всей карьеры Рафаэля Надаля, какие бы это были воспоминания? А лучше Уимблдон против Федерера. Я считаю этот момент самым величественным во всей карьере Надаля. Насколько я владею информацией, Надаль тоже считает этот матч самым важным, самой главной победой в своей карьере. Этот матч 2008 года, 9-7 в пятом сете, перевернул просто восприятие всего, да, все вот эти вот люди, которые там были, Борисы Беккеры, Патрики Рафтеры, Гораны Иванишевичи, которые формировали какую-то там базу, да, что Уимблдон принадлежит тем, кто подает, кто ходит с лета, и никому, кто играет в задней линии, никогда не выиграть и даже не дойти до каких-то далеких стадий на этом турнире. Все это было разрушено Надалем. Он рушил любые стереотипы. И его игра на задней линии показывала, что да, на траве очень быстро отскакивает мяч, но с такими ногами, как у Надаля в 2008 году, с тем желанием, с тем стремлением разрушать всяческие стереотипы, это было возможно. И он это сделал. Этот момент я считаю самым значимым в карьере Надаля. Они менялись уже с Федерером. Тот был первый в мире, тот будет первый в мире. Кто-то травмируется, кто-то сможет подтвердить какие-то очки, кто-то не сможет. Эта смена произойдет еще раз. Но вот эта победа, именно то, что он забрал у Федерера финал в его родном доме, назовем это центральным кортом Уимблдона, то, что не смог сделать Федерер на Филипп Шевелье, это, я считаю, самым значимым достижением в карьере Надаля. Характер Надаля, его ментальность. Об этом, наверное, можно записать 10 или 20 видео, это будет мало. Сколько раз Надаль выкарабкивался с самых безнадежных ситуаций по счету, когда в него, наверное, переставали верить даже самые близкие люди, которые были с ним. Это не хватит даже фильма, если про это снять. Расскажите о ментальных тренировках с Рафой, о ваших методах. Я слышал, вы намеренно создавали для него не лучшие условия. Это правда или нет? Это правда. Я никогда не обращаю внимания на мелочи. Часто я тренировал Рафаэля с плохими мячами. Много лет назад я прочел фразу Гёте, одного из важнейших немецких писателей в истории. Он сказал: талант формируется в тишине, характер в бурных волнениях света. И это верно. Чтобы сформировать сильный характер, нужны испытания. И правда, для формирования сильного характера нужны испытания. Я всегда стараюсь помочь своему племяннику развить сильный характер. Потому что характер – одна из важнейших вещей для достижения целей. Помню, читал в газете. Рафаэль сказал, что играть с дядей сложнее, чем в финале. Это правда. Но в итоге племянник выиграл 22 больших шлема. Чтобы далеко не ходить, вспомним 2022 год, проигрыш 2-0 по сетам, 3-2-0-40 в третьем, Медведеву. В таком возрасте, пятисетовый матч, победа на Австралии. Я не могу много сказать о ментальности Надаля, я думаю, что его достижения скажут гораздо больше о его ментальности, о его характере. Его эта фраза, которую я не один раз упоминал, что она изменила очень многое в моей жизни, что выносливость есть не что иное, как принятие вещей такими, какими они есть, а не страдание от того, что они не такими, какими мы хотели бы, чтобы они были, и потом, не оглядываясь назад, только вперед. Вот это вот принятие вещей, которым, видимо, учили его с детства, какой-то поиск причины внутри себя, что ты должен что-то изменить, что внешние факторы зависят только от того, как ты их воспринимаешь. Это то, что восхищало меня очень сильно на протяжении всей карьеры Надаля. И из такого самого сильного примера ментальности на протяжении всей карьеры Надаля это Australian Open 2014 год. Я попробую сейчас это показать. Я хочу, чтобы вы, как теннисисты, почувствовали эту боль. Если у кого-то когда-то лопалась мозоль вот здесь, то каждый знает, что она не клеится.
она просто не клеится. Если она лопается здесь, и до какого-то периода, вот до этого периода, у меня когда были такие случаи, что мозоль лопалась внутри, я пытался ее заклеить. Но когда я увидел, что ее не заклеили Надалю на Australian Open, и что он играл с этой мозолью, которая просто кровоточила, я понял, что эта мозоль не клеится. Ты можешь либо с ней играть, либо сняться. Надаль играл с этой мозолью, играл с такой мозолью, которую я покажу на экране, я не знаю, почему нету много видео этого матча. Точно так же, как я не знаю, почему нету видео целого в сети Робина Содерлинга и Надаля, который просто исторический матч и абсолютно уникальная победа, но его тоже нет полного в сети. И вот с этим мозолем на форхенде, на левой руке Надаль обыграл в 4 сетах, по-моему, 2 сета или 3 было тайбрейка Димитрова, и закрутил с мозолью на руке форхенда внутри ладошки 3-0 по сетам Федерера. Это просто вот за гранью понимания. Я не знаю, может для кого-то есть какой-то более значимый момент в карьере Надаля, как пример его ментальности, но для меня, если говорить о Рафе и о его ментальности, я вспомню только этот момент. Да, в финале этого турнира он проиграл Вавринке, такой спорный матч, потому что я там видел чуть-чуть другое, но тем не менее, даже будучи там заблокированным спиной, по-моему, у него заклинило, да, он не сдался, не снялся, смог выиграть 1 сет, доиграл матч до конца, я считаю, это феноменальным достижением. По характеру, с точки зрения превозмогания боли, я думаю, это number one. Мне сложно об этом говорить, потому что, опять же, я говорю, не знаю, но я думаю, что если бы у Федерера была бы подобная мозоль, то даже попытки выйти на матч просто не было. Еще один момент о ментальности, о каких-то характерных качествах Надаля. Я помню, в 2017 году мы ехали на отдых, и там у нас был такой спуск на лодке на горной реке, на рафтинге. Все уже там выложили лодки, меня как бы даже ждали, звали. Я не мог выйти с машины, я читал эту главу. И у меня вот так вот было: нет, кто ты, воин, как ты это делаешь? Надаля был сломан мизинец на левой руке, и он убрал палец назад, и чтобы снизить боль, что палец был здесь. И, короче, выиграл чемпионат Европы, забегая под право. Просто пошел бэкхенд играть. Я не знаю, ломали ли вы когда-то какие-то части тела, дай бог, чтобы у вас этого никогда не было. Я помню, я сломал палец левой руки во время игры и попробовал там первые геймы убирать палец и делать удар. То есть палец убирал и делал. Какая была боль при попадании мяча в струны, какая была боль в палец. Буквально 2 гейма я попробовал, потом еще начал кое-как резать. Человек пошел с лета, там 6-1, по-моему, я проиграл 3-й сет. Во втором еще как-то я вел, там, по-моему, 4-3, какие-то там страдания, какой-то гейм я выиграл. Я не знаю, что я не снимался. Мне мяч было тяжело бросить. Любое касание, которое было сопряжено с отведенным пальцем, просто с прикладыванием руки, на которой был сломан палец, вызывало такую боль. И поэтому я читал эту главу и думал, как? Но он же убрал палец, но боль-то при вибрации, когда ты бьешь, она же осталась. Кто ты? Воин. Можно ли не упомянуть в карьере Надаля Новака Джоковича? Нет, невозможно. Мне кажется, что это вообще невозможно сделать, упомянуть Надаля без его соперничества с Федерером, потому что они создали эпоху тенниса, да. Джокович чуть-чуть позже зажегся, после 2011 года для меня Джокович стал именно тем Джоковичем, которого мы видели в 2023 году, которого мы вообще знаем за последние годы. Просто мне кажется, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер были настолько заняты битвой против друг друга, что они представить себе не могли, что кто-то за ними тоже смотрит и изучает их все слабые стороны, когда они раскрываются на полную и показывают 110-120% самого себя, что кто-то разбирает тоже их на запчасти и жаждет их обыграть. Из воспоминаний Надаля, опять же, от Джоковича, нельзя не вспомнить самый, я считаю, драматический и самый крутой проигранный Надалем финал. И именно Джокович, я считаю, лишил Надаля самого большого количества титулов, потому что никто, по моему мнению, я не проводил там прям точный анализ, какие титулы забрал Федерер у Надаля, какие Джокович, но самые болезненные
поражение Надалю наносил именно Джокович. И именно Джокович является тем игроком, по словам дяди Надаля, которого они всегда опасались в турнирной сетке и всегда смотрели, чтобы именно этого человека не было рядом. И именно Джокович по какой-то причине являлся самым неудобным соперником для Надаля. Естественно, говоря о матче, который невозможно забыть, unforgettable, это 2012 год. Это финал Australian Open. Это тот матч, который Надаль проиграл Джоковичу в финале. Этот матч стал самым длинным в истории Гранд-слэмов. Этот мяч порвал очередной шаблон. В этом матче я смотрел его в Англии тогда. И, по-моему, на статистике второго или третьего сета было average rally 6.8 ударов. 6,8 в среднем ударов было в каждом розыгрыше. Этот матч был просто невероятный. Этот матч, опять же, вошел в историю, когда впервые игрокам вынесли стулья на награждение. Все люди, которые смотрели, наверное, этот матч, никогда его тоже не забудут. И таких матчей много просто не бывает. Но больше рассказывать о Джоковиче, наверное, надо будет тогда, когда он будет заканчивать свою карьеру. И, опять же, воспоминания Джоковича, его путь теннисной карьеры, он так же, как и путь Рафаэля Надаля, не может быть отдельный, без упоминания Роджера и Рафы в нем. Почему Надаль был так любим публикой, аудиторией, его поклонниками? Нельзя сказать лучше, чем сказал комментатор на King Slam Cup. Куда бы ты ни шел, Рафа, люди везде тебя так поддерживают. И есть причина, почему они тебя так поддерживают. Это из-за твоих усилий и радости, которую ты подарил всем. Мы благодарим тебя за это. И мы говорим, тебе нельзя уходить. Нет, 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 еще 2 года. Он отдал всего себя, без остатка. Я часто говорю людям, которые работают серединка на половинку, что у меня возникает впечатление, что у них будет вторая жизнь, что они берегут себя для второй жизни. Как отдавал себя Надаль, как он сгорал на корте, расшибаясь в лепешку, выжимая все соки из себя, работая до предела, через этот предел, перешагивая для того, чтобы дарить людям тот теннис, который они видели, и люди это оценили. Я считаю, что именно это, то есть отдача Надалю по отношению к зрителю, который приходил на стадионы, на которых выступал Надаль, и стала той причиной, по которой они дарили ему эту любовь. И никто не заставлял их это делать. Им хотелось дать взамен, потому что Рафа отдавал себя без остатка. Прощание с легендой. Уходит еще один из Big Three. Безусловно, человек, который разорвал все шаблоны тенниса, который привнес столько нового, который вдохновил стольких людей на занятия тенниса, который просто придал новые краски теннису. Можно еще по-разному это сказать, наверное, даже более красиво, чем я это говорю. Надаль проигрывает битву времени, точно так же, как ее проиграет любой человек, который живет на этом белом свете. Никто не может ее выиграть. Можно ли было закончить эту карьеру раньше? Наверное, да, но это, опять же, мое мнение. Я вот разговаривал с человеком, со своим клиентом, он так хорошо сказал, я хочу это повторить. Мы разговаривали про идеальный уход, что ушел Пит Сампрас, и я считаю это идеальным уходом. И очень много раз во многих своих видео упоминал, что это один из немногих, который ушел вовремя. И он мне сказал: а ты думаешь, у Сампроса теперь, после идеального ухода, нету ли такого внутри? А ведь можно было бы еще, а ведь можно было бы как эти. Посмотри, сколько они нащелкали шлемов, может быть, я рано ушел. Может, у него тоже это осталось. Мы видим только одну сторону идеального ухода. Для меня этот уход был бы идеальным после Ролан-Гарроса 22 года, после последнего, наверное, успешного года выступления Надаля. Но возвращаясь к последнему видео, которое записал сам Надаль по поводу прощания своего в Малаге, своего завершающего турнира, последнего в своей карьере. В этой жизни все имеет начало и конец. Думаю, пришло время завершить то, что было долгой карьерой, более успешной, чем я мог когда-либо представить.
Он сказал, что даже он никогда не мог мечтать и о половине того, чего он добился, что он прошел замечательный путь, и он благодарен Богу и всем остальным, кто помогал ему на достижении всех этих целей. Поэтому я считаю, не о чем жалеть. Все было просто замечательно, и несмотря на то, что конец мог быть, наверное, другим, мы не вправе это изменить и тем более за него решать. Он сам знает, как ему сделать. Рафаэль Надаль, в одном слове для вас. Страсть. Страсть и интенсивность. 2 слова. Также мне очень хочется поблагодарить Тони Надаля за оказанную нам любезность, что он согласился и ответил на пару вопросов, которые мы вставили в это видео. Врач сказал, что карьера Рафаэля может завершиться. На корте я делал то же, что и вне его. Цель, которую мы перед собой ставили, была фундаментальной. Огромнейшая благодарность Наташе Мордосовой, которая помогала нам с коммуникацией и организовала реализацию этой уникальной возможности для нас. И также вас, зрителей этого канала, ваша реакция, ваши лайки, ваши комментарии, ваши подписки на наши соцсети придают нам сил для создания все новых и новых проектов. Прощай, Рафа. Ты всегда останешься в моем сердце.